Хочу посмотреть. Вот последние 2 моих сеанса так, получилось, что, в тот день, когда мы договариваемся о сеансе, ну, то есть, назначаем дату, а, прям перед, одним я гуляю, и прям в тот день, а, и только в тот день, да, вот там, есть памятники в виде, колонн, и там, ну, вот это граффити кто-то что то там рисовал черным просто. Мгм. Ну, я там гуляла, я не знаю, уже раз 100, наверное, да, никогда ничего не видела, не обращала внимания. А тут именно в этот день иду, и прям бросается в глаза надпись «Мона». Думаю, ну, прикольно, типа Мона, я тоже знаю Мону. Как бы, ну ладно. И так самое интересное, что я потом, в следующие дни пыталась, ну, посмотрю, что там это, и смотрю чисто на этих, колоннах. Думаю, неужели уже помыли или мне вообще такое, может, мне это вообще приснилось, знаешь, мне вообще показалось. И я, ну, просто и для того, чтобы найти эту надпись, мне прям надо пришлось там очень долго прям обходить эти все колонны, и это в конце концов все таки нашла, да, она действительно там есть. Ну, думаю, ладно, ну, бывает. Мало ли там, кто-то Мона написал своё это, и все. Но следующий сеанс тоже именно в тот день, когда мы прям договариваемся, что когда будет сеанс, я иду гуляю вечером. А, э, Получается такая заброшенная территория, которая, забором закрытая, где-то метров 100. С одной стороны я иду, справа у меня море, красота, то есть я всегда там смотрю, а слева через дорогу именно вот этот забор, он весь обрисованный, вот этот, ну, там стройка закрыта, ну, то есть вообще там Мгм. смотреть не на что на него. И и, ну, 100 метров забор, все обрисовано, все это. И я иду, вместо того, чтобы посмотреть на море, я в одно мгновение смотрю на этот, изуродованный забор и вижу четко огромными разноцветными буквами «Мона». Никогда я, ну, этой надписи там не видела, не обращала внимания, знаешь, вот прям это. И самое интересное, что я, тоже на следующий день, следующий пыталась найти. Очень сложно было там вот это, где именно. И самое интересное, что я гуляла, вечером, и там где-то вдоль этого забора 20 фонарей. И именно возле этой надписи фонарь не горит. То есть если бы я в тот день гуляла бы там на 15 минут позже, было бы темнее, я бы вообще, ну, точно бы не увидела, даже если бы туда смотрела, потому что там вот именно на этом месте нет фонаря. И когда я еще увидела вот эту надпись, повернулась просто, ну, просто неожиданно именно в эту точку, именно на эту надпись я повернулась, вот Мона, и у меня прям, знаешь, какое-то так, как дуновение такое легкое, ну, вот в солнечное сплетение, ну, в зону сердца, знаешь, такое. Мгм. Ну, и у меня такое, знаешь, пришло, как будто, знаешь, какой такой зов о помощи. Ну, может, я себе придумала, конечно, ну, вот такое, знаешь, прям, ну, вот такое аккуратное какое-то, ну, прям. И, в общем, я бы хотела бы посмотреть, что там произошло на эфирном, плане, когда вот я это увидела, почувствовала, что там такое было. И это еще, идет, даже я просто активно уже прям в сеансах, да, вот в проработке уже больше 2 лет. А до этого еще я год просто тебя смотрела, и уже просто то, что ты проговаривала на сеансах, я уже типа это начала сама проговаривать, да, и как бы уже даже изменения от этого у меня уже в жизни начали происходить внутренние. И мне тогда перед моим первым сеансом, на который я очень долго собиралась, мне вот а, э, что-то, ну, с Женей у вас были расследования, там что-то тоже по Моне, и всё. И мне прям четко пришло, что я должна вот прям передать информацию Моне о своем освобождении. И у меня такая истерика началась. Я как раз за рулем, я еще в пробке, заехала вообще не туда, у меня просто истерика, 5 минут не могу остановиться, просто слезы, все. А потом я думаю: "Блин, ну, я Мона, ну, как я вообще, ну, какое отношение я это, и чё я там в первом сеансе, ну, буду об этом вообще говорить?" Думаю, ну, если там всплывет как-то что-то Мона, я тогда там Тарасу напишу, что типа вот там давай Моне еще передадим информацию о моем освобождении. Думаю, а если нет, то, ну, как бы я к Моне никакого, в общем-то, отношения, ну, как. И мне снится сон. И я там вижу, как я своей этой младшей дочери говорю, все-таки Илья оказался плохим. А кто-то рядом сидит и говорит, и что ты, типа, Мону там и оставишь?
Я говорю, а что, я могу ей помочь? А мне говорят, ну, каждая душа сама принимает для себя решение. Знаешь, вот, ну, как бы, и вот мне что... А потом, когда мы стали с тобой уже вместе делать какие-то расследования, сеансы, несколько раз приходило, вот, что у нас с тобой общая миссия помочь Моне, то есть вытащить Мону оттуда. И вот что бы я хотела бы еще посмотреть, если есть такая возможность, просто связаться, ну, пообщаться с высшим я Моны, и просто узнать, если есть такая, ну, будет, если вообще согласятся, да, там она с нами пообщаться, что, какая у нее вообще миссия на это воплощение у Моны. И связаны ли мы как-то троем вообще этой, ну, там, миссией, да, и что мы должны вот сделать с тобой вот для нее. И там, что мы, может, ей какую-то информацию должны передать, вот что мы прям должны сделать, чтобы эта миссия, как бы этот план, вот прям все сложилось наилучшим образом, так как было задумано нами на таком вот там высшем уровне. Отличные аспекты. Ты с ней сеансы не проходила? Просто занималась этих. У меня был, я выбирала, кому идти, к тебе или к Моне. И я к ней даже записалась, у них была запись там на чуть ли не на год вперед, когда она еще с этим... С Павлом. С Павлом. Я к ней была записана. Потом они с ней расстались, и она начала с этим Ильей, потом она начала проводить с каким-то там мужиком этим сеансы, и что мне прям от нее отвернуло, почему я не пошла к ней, они начали... ну, они типа разрывали там контракты, возвращали людям их энергию, а потом типа забирали еще типа сверху людям еще оттуда, с антимира, еще сверху типа энергию, что типа антимир у них типа задолжал, и они типа давай вот мы еще и сверху тебе дадим. Я думаю, что за прикол? Ну, типа у антимира, у него своей энергии нету. И если они типа отдают человеку чью-то оттуда энергию, это значит, чью-то, у кого этот антимир тоже забрал. И то есть, получается, если человек соглашается получать эту энергию дополнительную, чужую, ну что это за, это вообще что-то не то. И плюс, знаешь, ощущался какой-то такой, типа, ну, прям, если тебя я смотрела, ощущалось тепло, то когда я ее смотрела, ощущался холод. Но я это воспринимала, потому что они же там, мы с других галактик, другой вселенной, мы тут прилетели, мы тут, типа, чужие для этой вселенной, ну, типа, вот, я думаю, может, поэтому это... А потом это... Ну вот все-таки у меня еще было то, что вы разошлись с Тарасом, а мне почему-то Женя, вот мне очень не нравился. Я думаю, блин, если я где-то вот за, не знаю, за несколько месяцев, что я начала думать, что если вот сейчас Вика разойдется с Тарасом, то я думаю, я к Тарасу типа пойду почему-то, я не знаю почему. Ну вот вело меня вот в те, знаешь, вот в те дебри. А потом я посмотрела на Тараса и на Аню, что они там несли. Все, пофиг мне, с кем там Вика ведет сеансы. Ну, по барабану, что мне не нравится, как ну, Женя, ну, в общем, то есть мне не нравилось, как Женя там вел, да, что это все, ну, размыто как-то это. Я думаю, так, все, все, я иду к Вике. То есть мне уже все равно, с кем она там ведет, все, я вот это вот. И, в общем, решила. И после того, как я, наверное, приняла решение, вот это, мне как раз пришло тогда, что мне надо Моне передать информацию о освобождении, и после этого я все надо бегом записываться. Я даже тогда еще не записалась, я просто приняла решение, что я к тебе иду. И после того, как мне вот это пришла, прям вот это прям меня прям кто-то прям стукнул, что ну, я так это все прочувствовала, и я все, я записываюсь. А для того, чтобы записаться, мне надо было еще создать свой источник дохода, потому что я понимала, что мне надо платить своими собственными деньгами. То есть я создала свой интернет-магазин бегом после этого, как бы заработала за 2 месяца нужную сумму и пошла к тебе все бегом записываться, ну, как бы. То есть вот так вот.
То есть с Моной вот так я связана. Поэтому я и подумала, я ж с ней никак не знакома, мы с ней никак не общались, не это. Но самое интересное, что даже после... Ну, как вы не общались? Смотри. Помощников вызывала? Нет, я слушала, да, я их слушала, эти все их сеансы. Помощников я не вызывала. Ага. Я ставила его символ на телефон. Потом, когда это все выяснилось, я его убрала. Собачку один раз, да, с помощников, собачку. Там какая-то у него собачка была. И один раз я просто почувствовала синего, хотя его не вызывала, но я просто почувствовала, что он это вот прям появился в моем поле, что-то там. Что-то хотела... вот. Я почему-то... еще у меня было, когда я смотрела тебя с Тарасом, я понимала, что это мое, регресс, знаешь. И у меня прям... Я стала просто вот за Тарасом, я увидела, что есть алгоритм, как бы там определенные вопросы. Я просто четко начала записывать, что зачем, как это. Я не знаю, зачем, почему, как бы как я могу вообще в этой сфере оказаться, но я чувствовала, что это мое, мне это надо. И я думаю, как бы даже когда я себе что-то там мечтала, визуализировала, думаю, блин, я с Викой не могу, представлять, визуализировать, что я вот работаю с ней в паре, говорю, потому что это будет навязывание чужой воли, как бы это нельзя. То есть я все просто, знаешь, начала чувствовать, что я просто я думаю, у Вики есть Тарас, а потом у Вики есть Женя, как бы явно там мне места нету. Думаю, а где же с чего? И мне пришло, а вдруг там Мона, знаешь, она все-таки освободится, очистится, и ей нужен будет спикер. Как бы уже в ее там новой форме работы, что может быть там. Это я думаю, я же где-то должна найти свое место, потому что я чувствую, что это мое, но я пока не видела, где это мое, где может быть место, потому что все занято. Это вот. И потом вот после каких-то вот сеансов мы делали, кстати, рассматривали, да, вот эти там, это вот. У меня прям четко, я прям почувствовала, увидела, что мы прям на физике встречаемся с Моной, обнимаемся, знаешь, там плачем, как будто там, не знаю, прям такие прям родные души, которые очень долго не виделись, и тут мы прям вот, такое прям. Ну, в последние дни, не то, что в последние дни, все это время, уже 3 года, я постоянно только о том и думаю, как бы ее освободить от этого зверя. Вот ты говоришь, а я буквально вижу тот момент, мне идет зомби, и тот момент, когда она делала операцию на глаза, что-то она там мешки свои убирала. Вот, и когда она делала эту операцию, то я увидела, мы тогда договорились с ней, она говорит, она с Ильей только-только начали знакомиться. Ничего там еще такого не было. Вот, но я думала, что она уже почувствовала эти крючки, потому что ей же уже сразу приспичило эту операцию делать. Потому что у нее глаза, я тоже такая, меня япончиком называла мама с детства, да, то есть подпухшие глаза. Короче, мы договорились с ней, что мы с Надей посмотрим, когда во время будет операции, нет ли на нее никакого воздействия. И тут мы смотрим, мы ничего не делали, просто посмотрели. И я вижу ее, вот она лежит на столе, и у нее на глазах вот такие шары прозрачные. Вот, и посмотрели. То есть она не просила, чтобы там ей помогать что-то или что. И когда она уже после операции, я с ней говорила, и я ей сказала, мы с Надей видели вот эти шары у тебя на глазах. Что это такое? Нужно это проработать. Давай мы тебя почистим. А она говорит, да не, это все нормально. Перед операцией, слушай, что она говорит. Перед операцией этот Илья
зашел ей в голову или во время операции, она так сказала, и перепрограммировал ее. Он ей навязал свои воспоминания, которых, то есть те жизни, как якобы, но у нее этих жизней никогда не было. И она сразу после этого начала говорить о том, что во всех воплощениях она мало жила, и у нее такая грусть появилась. То есть он ее готовил стать жертвой, и чтобы ее убить, и чтобы она на это согласилась. И это потом уже так начало, это как снежный ком. И, ну, это страшно. Зомби это страшно, потому что это воровство чужой личности. То есть он ее своровал, буквально, ее идентичность. Он фактически все у нее отобрал, семью. Она перестала общаться. То есть это абьюз, нарцисс, очень демонстративный, он это все показывает. И на самом деле распознать такой абьюз очень легко. Я поэтому и уже второй раз выкладываю видео в другом формате, но одно и то же. 14 признаков фашизма. То есть эти признаки как раз и показывают, помогают распознать человека-фашиста, человека, который хищник. И не только человека, но и организацию, религиозную, политическую, эзотерическую. Потому что есть это у них, они же одевают эту маску. За этой маской что он говорит? Что он скрывает? Он звериную природу свою, хищническую, пустоту свою скрывает, да? И чтобы... А показывает, что... Какую картинку показывает? Что он какой-то пришелец, это первый, ну это первый вообще знак. Мне присылает клиентка буквально вчера видео. Ну, тема интересная, конечно же. Но я вот смотрю, и она, хочу узнать твое мнение. И вот я смотрю, только это видео, даже не смотрю на видео, просто смотрю на картинку. Сидит чувак, и у него символ какой-то эзотерической секты. Хорошо, дальше тыкаю, открывается видео. Кассиопея. Это какая-то Маруся или Ефросинья, или Надя. Возомнили себя, называют на себя, возомнили себя какой-то Кассиопеей еще. Понимаешь? То есть это они говорят, я воровка, я ворую чужую энергию. Я предполагаю, что какая-то Кассиопея когда-то жила. Она говорит, а это я. Как абьюзеры делают? Точно так же. Нарциссы, абьюзеры, фашисты, они точно так же. Они воруют душу человека, его идентичность, его имя, его все. Как Московия украла у Украины? Это ж Русь, Украина, язык украинский. Он все время назывался Руська мова. Руська мова. До сих пор на Закарпатье есть села, которые разговаривают на русской мове. Они не приняли, когда переименовали русскую мову на украинский язык. Они это не приняли, потому что это было совсем недавно, еще 150 лет назад, это была русская мова. Ну да. Так сами россияне свой язык называют русским, они почему-то его не называют российским. Они не российский его называют, и даже русский, чей? Украинец, кто? Узбек, кто? Русский, чей ты? Мгм. Они же говорят, мы русские, то есть мы рабы русских, мы или кто там еще, потому что раб это тот, который не подчиняется своей, то есть потерял свою волю, свободу, не потеряли свою идентичность. Я не говорю о всех, я говорю о тех, кто идет зазомбированные за этими нарративами Кремля. А Кремлю что нужно? Кремлю нужно, они отобрали все
И нужно сейчас уничтожить Украину. У них цель просто стереть с лица земли. Как абьюзер работает? Точно так же. Он ищет жертву кого? Сильную женщину, ну или мужчину, потому что абьюзерши тоже есть. Для чего? Для того, чтобы ее покорить, энергию забрать и уничтожить человека. Вообще его уничтожить. Поэтому они мстят, и они потом всегда уничтожают человека. Человек умирает, а у этого абьюзера остается энергия. Энергия, с которой он потом живет, потому что он отобрал эту энергию у человека. Поэтому это все серьезные очень вещи. И насчет Моны, это же моя любимая сестра. Я всех сестер очень люблю. Но она маленькая, она всех наша любимая сестра. Потому что она младшая, мы все ее очень любили, она очень хороший человек, солнечный. Это солнечный человек был. А сейчас мне YouTube предложил ее видео, смотрю, где ее огромные глаза подевались. Какие-то щелочки вот такие. У нее прямо луковицы глаза огромные, огромнейших размеров. Прекрасные, чистые всегда были глаза. Что теперь? Вот эти щелочки такие. То есть уйти в себя, это как раз и говорит о том, вот эта психосоматика, уйти в себя, закрыться, это говорит об абьюзивных отношениях, разрушающих. Поэтому ничего удивительного нету, что мы так за нее волнуемся. Потому что есть за что волноваться. Есть за что. Не, ну тоже так интересно, знаешь, что уже передавали много раз информацию, да, что все равно человек сам делает свой выбор, и все, но все равно не отпускает. Вот такое ощущение, что, знаешь, пока есть такая возможность, вот просто вот будем туда вот Ну, идем. стучаться, передавать информацию, и все. И еще хотела добавить, Одну что как бы секундочку. Сейчас. Так. а, про твое удивительное качество, свойство, да, вот просто, не знаю, открывать глаза человека на то, что, ну, вот у него как пелена. Вот я просто про себя, да, то есть я к тебе когда шла, мне просто было паршиво, я просто поняла, что я так больше не могу жить, что надо что-то менять. Ну, как это? И только ты мне это сказала, ну, ты ж, блин, в абьюзивных отношениях. У тебя ж абьюзер под боком. Я говорю, что? То есть ну, у меня вообще даже такой мысли не было. Еще и реально, знаешь, под каким-то гипнозом была. И этот окончательно, вот тогда вот только я вот это увидела, что, блин, а действительно, начала изучать эти видео, психологи, смотреть эти все случаи, оно все как под копирку, их как будто, знаешь, программу одну и ту же всем им вставляют, потому что они просто действуют одинаково абсолютно. Я, блин, как я не могла это видеть, как? И только благодаря тебе, ты мне указала, знаешь, ну, как ты видела у себя на эфирном пространстве этот луч, который освещает? Вот это вот это. И окончательно прям пелена это вот я прям ощутила, вот, там, не знаю, наверное, там только год назад, что у меня четко все спало. Я прям маме говорю, я как будто под гипнозом была в этих всех отношениях. Она говорит, ну да, мне даже другие люди говорили, что Оля как будто под гипнозом, и я это видела. Я говорю, а что ж ты, блин, молчала? Почему никогда ничего не пыталась? И только Вика пришла и в лоб просто, знаешь. И вот возможно, и там этого не хватает, знаешь, прям в лоб, вот просто вот засветить твою способность. Особенно сейчас мы вот это вот раскрыли еще судный день этот, да, вот прям, когда у тебя прям эта способность просто раскрывать вот суть прям, вот прям вот это вот оно, наверное, знаешь, вот туда этим сейчас пойти и засветить, блин, чтобы, ну вот увидеть, где А ты, с кем ты, ты в в точку чем ты. говоришь. А знаешь почему? Потому что суперэмпат. Что такое суперэмпат? Это человек с телепатическим даром. То есть он четко знает, кто он знает свою миссию, он не подчиняется чужому мнению. Ну, действительно, так есть. Сколько случаев было, это обо мне уже легенды ходят. Там, где Вика, там порядок. То есть я в лоб всем все сказала, ни под кого не подстраиваюсь. Как оно есть, так оно есть. То есть антипаразитарная система. То есть нужно развивать эмпатию в себе. Эмпатию.
Мне очень грустно было слышать, как-то раз рассказывал, что эмпатия, сочувствие, это не нужно, это опасно. Ну, конечно, это очень опасно для абьюзера. Они восхищаются и боятся эмпатов, они восхищаются и боятся суперэмпатов. И смотри, как это сработало, прямо сценарий из книги, как говорится. Абьюзер ищет эмпата, потому что он имеет огромную силу, огромную энергию. Эмпат, дар телепатический, дается эмпатам. Это их качество, потому что телепатия – это высший уровень эмпатии. И для них это как большая честь захватить эмпата, чтобы его потом уничтожить. То же самое сделал и Илья. Где эти эмпатические качества Моны? Где ее телепатия подевалась? Нету. Она утратила свой дар, потому что дар – это не константа. Дар можно потерять, если забыть о себе, о своей миссии. А он ей навязал чужую миссию, он ей навязал чужую жизнь. Она выполняет, она живет не своей жизнью. Это очень печально, но и это очень показательно. И таких судеб, как Мона, на самом деле полным-полно во всяких сектах. То же самое, а в этой Кассиопее, что мне показывает, но то же самое происходит. То есть она ворует человеческие души через ее вот эту наглую ложь. Знаешь, когда я выложила первое видео про 14 признаков фашизма, то у меня тогда отписалось за один день 70 человек. Почему? Потому что эта проблема у них есть, и они на нее не хотят смотреть. Это не потому, что я что, от себя что-то сказала? Нет. Это великие психиатры к этому пришли. Они просто вывели эту формулу. И они показали, ребята, вот есть формула, смотрите, посмотрите на мир через призму этих признаков. То есть, что такое признаки вот эти? Это фактически та магия воздействия, то зомби, которые сотворяют эти абьюзеры для того, это ширма, которую они сотворяют, чтобы люди их не узнали, не раскусили, не разоблачили, кто они на самом деле есть. Они на самом деле просто ничто, просто пустота. Потому что все свое святое они уже давным-давно потеряли. Вот. И чтобы жить, они умеют только мимикрировать под живого человека. На самом деле там ничего живого нет. Поэтому он и говорит, мы из холодного космоса. Не мы, а вы, то есть он. Да? Он там в глубоком космосе своего собственного абьюза все растерял. Если говорить о Сталине, миллионы погибших людей, чем ты хвастаешься? До такого лидера шарахаться нужно. Да? То есть какой это лидер? Лидер-абьюзер, нарцисс, пустота, который безжалостно убивал миллионы людей и сейчас безжалостно людей зомбирует, а стоит только открыл книжку, посмотрел видео, загуглил в Ютубе 14 признаков фашизма и через эту призму посмотрел. Но нет, пророка нужно камнями побить. Ты готова? Да? Я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство, где будешь считывать только истинную информацию. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да, я только глаза закрыла, сразу вижу.
вижу тот момент, когда ты идешь возле этого забора. Мгм. И посмотрела на него, на эту надпись. В этой надписи как черный такой объект, и в сектор магии, и в сектор духов тянется, а также вытаскивает это кого-то в секторе э, интерферентов. Оно вот так все движется, а у тебя как будто бы тень какая-то шла сзади. И ты вот так отделяешься от этой тени и поднимаешься вверх, и образуется такой шар сияющий в сектор первотворца. А это какая-то тень остается. Так, хорошо. Отсоединись пока от этого всего. Да. А, Вернись ко мне, Мгм. считай мое эфирное ДНК, я ли это. Я вижу, что это ты. Ты поднялась, вот там находишься, где поднялась. И я вижу, что ты вот так держишь, правая нога на правой ноге от колена и вниз, как подключка или имплант такой черный. И также на лице с правой стороны, как, как маска вот такая с этой стороны. Она буквально, ну, как пол маски на лицо. Мгм. Вот. И тянется, но тоже есть подключка куда-то, как в сектор подписания контрактов. И в сектор магии оно все связано. И Так. вижу, где от колена внизу, где стопа, вот там вот такой плоский, как круг, как стеклянный, ну, как ледяной такой. В этом ледяном круге это символ сильнозора. Находится эта темная тень, которая шла за тобой. Мгм. Буквально это считывается как мишень сзади. Я вижу эту тень, а буквально на ней сзади вот этот символ цельнозора и как пика такая в сердце через, ну, сзади. То есть это считывается, прям прозвучало, скрытая манипуляция. То есть это метафора, которая показывает скрытую манипуляцию. И такая невидимая подключка идет, волна такая прозрачная в сектор э, магии. Так, хорошо. Отсоединись пока что от этого всего. Да? Вернись ко мне и спроси разрешения потрудиться со мной и для меня. Ты вот так вот руки сложила, просишь, да, говоришь, даешь разрешение и показываешь на этот имплант на правой ноге. Так, что это за энергия? Оно считывается дестабилизация. И ты говоришь, что отключиться от дестабилизации эгрегора Ильи Цельнозора, московского надзора. Оно как-то преднадзор или вот так как-то звучит. Так. И как на меня этот действует имплант на правой ноге? О, там я увидела этот глаз, такой огромный глаз, как масонский, так пум-пум моргает. Считывается прослушка внутреннего диалога. Так. Это прослушка, я слышу, расчетов высшего Я о предназначении, божественной миссии души. Так. Препятствия. Слышу препятствия. Э, То есть цель создавать препятствия на основе полученной информации, вот этих вибраций, высших вибраций души, считывание этой, и я слышу дискриминация.
Мгм. Так, а кто хозяин этой прослушки? Я приказываю проявиться. В секторе магии находится двое людей. Один стоит, а другой лежит. Лежит с такими огромными шарами на глазах. Считывается точно так же, как я это видела и слышала, зомби. Мгм. Это Мона, Так. Оксана. А А второй? он стоит сзади, такой черный, и от ее глаз, вот этих шаров таких, считывается искусственный интеллект. Мгм. Считывается вот так, как искусственный, то есть искусственное. И он берет вот это, как вытягивает такие прозрачные сияющие ниточки с его воображаемого, ну, воображения, да, и стоит за ее спиной и что-то завязывает. Так. Считывается, я слышу, создает мир иллюзий по поручению. Чему? Чьи поручения выполняют? Сейчас я посмотрю, кто это стоит за ней. Такая огромная темная сущность, черная, колпак. Мгм. Так, Колпак, я приказываю колдун. ему проявиться согласно его физическому ДНК. Илья Цельнозор, так и звучит, вижу картинку, как будто в экранчике. Мгм. Ну, также считывается маг, дьявол, вот это уже второй или третий раз звучит диаболус, прямо не дьявол, а диаболос. Мгм. Так, я приказываю отвечать, чьи приказы он выполняет, создавая мир иллюзий. Ну, вот эта черная сущность, в которой он находится, которая его буквально поглотила, то есть это его сущность духовная на самом деле, это вот этот и есть диаболос. То есть я вижу эту сущность, как выглядит как этот, звучит клон. То есть это как носитель тела, как будто каркас, который носит в себе вот этот темный дух дьявола. Приказано отвечать, что он делает в моем пространстве, что это за прослушка, препятствие. Он говорит, что он вот так ответил сразу: вру. Ну, дьяволос врет. Дьяволос — это врун. Ну, вот он и врет, говорит: вру. Так. А в чем, для чего эта прослушка и для чего препятствие? Он показывает, как он вот так впихивает это синее создание. Это как трафарет такой синий какой-то. А, Считывается чудотворец. Какой-то синий чудотворец. Мгм. Куда впихивает? Через вот этот портал на ноге, где этот символ, он туда через это впихивает. Считывается опять, я слышу, предотвратить его катастрофу. Его. Так. Посмотри, что это за катастрофа, которую он хочет предотвратить. Так, я увидела, как, вот, как будто бы зачеркивается. А, Считывается полное уничтожение, разбор как бы на запчасти. Мгм. То, что осталось от его человеческого облика, от его души. Так. И что отделяет его от этой катастрофы? Я слышу согласие, твое Так. согласие. В чем Потому что суть пошло моего вот согласия? На твое что я высшее я. согласилась? Мое высшее я на что-то согласилась? Дало согласие? Да, На что мое вот высшее я дало согласие? вот тот контракт, который я вижу. Я Мгм. слышу пройти путь Моны. Что это значит?
Сейчас посмотрим. Сейчас, что значит пройти путь Моны. Путь Так. согласия. Оно как-то идет, что ты как бы пережила то же самое, только в меньшей мере. Капитуляция и вот этот капуцин звучит. Мгм. А когда я пережила этот путь Моны, Ну вот я что со вижу, мной было? что у тебя в глазах такие шарики, только у Моны такие огромные, а у тебя такие внутри малюсенькие в глазах. Э, Такие же, как у нее. О, считывается зомбический эффект. Так. И кто хозяин этих шариков? Я приказываю проявиться. Уходит в Так. сектор интерферентов, а Кто потом находится? раздваивается в сектор магии. А в секторе интерферентов находится какая-то размытая субстанция. Так. Я приказываю проявиться этой размытой субстанции, Но принять когда я на нее форму. смотрю, она, да, она принимает форму какого-то кристалла и Так. как будто бы Что это? вращается так медленно. Что это за кристалл? Какая суть? Оно почему-то идет как какой-то квантовый компьютер, созданный Ильей и Моной. Мгм. И в чем суть этого квантового компьютера? Для чего он? Ну, это как энергетический союзник считывается, энергетический союзник для подчинения воли. Сейчас я посмотрю, что там находится внутри. Я буквально как будто бы э, сваркой разрезаю эти. э, Кристалл? Внутри я слышу ячейки. Да, там такое очень толстые стены. Так и считывается защита от разоблачения. Внутри они многослойные, внутри черные, сверху как будто бы светоотражающие. Так. И когда этот кристалл появился в моем пространстве? Когда ты к нему подключилась, Когда они я к его нему, создали. когда я подключилась к этому кристаллу, что происходило на физическом плане? Так, я вижу, что ты пишешь что-то. Так, что Ты я что-то пишу? написала, но как будто бы или хотела написать, как-то оно вот так. Я не вижу, чтобы это было прямо на физике, но ты, когда вот так ручкой пишешь, то, что ты написала, оно вот такое черное, вот так эти каракули закрутились, и здесь вот так как бы прилепились. Вот так, пух, прилипли. Так, и в чем суть этих каракуль? Что там я написала? Соглашение на проведение сеанса с Моной и Павлом. Так. И эти шарики в глазах появились у меня в этот же момент или когда появились шарики в глазах? Сейчас я смотрю, что подключки от этих шариков идут еще ниже, минуя этот компьютер, Мгм. напрямую вниз, и там такая сущность. Считывается зверь, демон. Так. Приказываем отвечать, кто он такой. Считывается так капуцин, тоже там защита стоит. И тоже он связан с человеческим, идет ракурсом. Пошло в сектор магии. И там я услышала бой курантов. Мгм. Считывается московский патриархат. Не куранты, а как эти?
в церквях, бум-бум. Мгм. Колокола. Колокола. Мгм. Да, считывается Московский патриархат. И вижу там такие, как храм какой-то. И в этом храме, сейчас я посмотрю, что это, Волоколамское шоссе. М. И там такой колдун в этом храме. Вот как Илья просчитывается с этой шапкой колдовской. И эта черная вуаль, этот плащ. То есть меж пространствами прячется. Сейчас я смотрю, Я кто это. приказываю ему проявиться согласно его физической ДНК. Я вижу, что там портрет в этом храме. Портрет Сталина. Так, И лежит какой-то гроб возле этого портрета. так, что это за гроб? Вижу, что какая-то прозрачная. Сейчас я включу физическое, зайду туда на физике. Мгм. Это храм войны. Так. И я А, вижу, что там какой-то гроб лежит, стеклянный, мгм. стеклянная крышка. Так. Что внутри? Почему он тебя Внутри привлек? какие-то как ячейки. И эти ячейки имеют отношение именно с этим эгрегором, с этим компьютером. Мгм. Я слышу похороненные заживо, съеденные Люцифером. Так, а кто там? Так, посмотри, кто там похороненный заживо. Я вижу, как этот Илья берет как кнопочки такие. И туда просто так в этом гробу вот так втискивает, как, ну, как кнопки какие-то, Так, такую что это он черную делает? субстанцию. И там такие глазики, живые энергии сияющие. Так, что Я это за вижу, что это сияющее? души, я слышу паломников, души паломников. Так. А как я связана с этим храмом? Я слышу медиативно. Что это значит? Связь между поколений. Энергетическая связь. Вот этот синий, вот. Перезагрузка памяти. Оно так и звучит таким голосом. Перезагрузка памяти. Перезагрузка памяти. Идет это от... Я вижу, что в этом храме также покоится душа Николая II, я слышу. Тарас Слободянюк. Вот он отдал свое предпочтение, он тоже. И Аня тоже там есть. И Лида. Вот я Так, ее вижу. Еще кого еще? какая-то Аня. Мгм. Потом Люда, Катя, Денис какой-то. Так. Дима. Не Денис, а Дима. Вот я его М. лицо вижу. О, это же его этот, лысенький такой. Мгм. Так, Кирилл какой-то, еще много-много. Они вот так так. как высланы в этом гробике, в таких этих ячейках, в Мгм. этой черной субстанции магической. Так. А Мона там есть? Я слышу, сейчас ее не вижу, слышу Амона матка. И я Мгм. вижу, что этот гроб,
Это как раз и символизирует ее вот это, ее творческое начало, матку ее. Так. А, давай Это это как все. будто бы этот гроб вдруг вот так, как белый такой, морда крокодила как будто бы раскрылась с такими зубами, и внутри вот это все с этими ячейками. Так, когда я подключилась к этому храму. Вот я вижу, как вот так бац, на телефон такой символ сбоку, сверху. Мгм. Так, вижу ли я сейчас, что произошло, когда я поставила этот символ на телефон, к чему я подключилась? Да, ты видишь. Мгм. Так, я отказываюсь устанавливать этот символ, вообще слушать эти все ихние видео, расследования, каким-либо образом подключаться к ихней всей этой Я эгрегору. вижу, как ты берешь, как будто бы даже это не ты, это само собой, это работает так карма. Буквально как будто бы эти энергии интерферальные, да, берут вот этот глаз, который был в этом у тебя в пространстве, и как Мгм. бы его выдавливают из сектора магии. И с этого гроба вылетает, как фея такая. Так, что это за Я энергия? слышу часть погребенной души. И твое имя и фамилия звучит. Мгм. И ты ее встречаешь и берешь как на руки и показываешь свет Первотворца, туда переносишь. А она как маленькая твоя копия. Не как ребенок, а такая же, как ты, только вот такая маленькая. Так, и когда я показываю туда на свет Творца, что происходит? Я слышу, что готовишь на воссоединение. Мгм. Да, я возвращаю все свой потенциал, все свои частички души, всю свою живую чистую энергию согласно своему эталонному эфирному ДНК. Отказывайся верить другим, кроме себя, только вера в себя. Вот потому что ты, я вижу, там поверила, я слышу, гнусному источнику лжи. Вот это, что считывается как диаболос. Так, я И в этот отказываюсь верить, момент да, этому вот этот всему. синий плоский, как шаблон, вот этот помощник, Да, он так убираю со своего тык-тык-тык-тык-тык пространства. убирается. И И голос звучит в секторе магии. Она не прошла дифференцию, она не прошла дифференцию, так, дифференциацию какую-то. что это означает? Какую дифференциацию я не прошла? Она не убила себя, она не убила себя. Мгм. Прекрасно. А еще я хочу все это обличить, все, что там находится в гробу, все это проявить на свет, передать информацию всем тем душам, которые там заперты. Мне буквально я вижу, что ты как будто бы кормишь их из ложечки, передаешь эту информацию. М. Так, Я чтобы слышу, они как что бы... в глобальную паутину сознания Мгм. передаешь эту информацию, и мне сразу идет информация, я вижу разницу. От тебя идет такая прозрачная и очень легкая энергия, очень Так. сильная вот эта легкая энергия. Она кажется легкой, но она буквально считывается чистая, ну как святость, чистота. Мгм. И вот эта темная энергия, она буквально скользит, она соскальзывает с этого света. Так. А, Очищай это место. И я вижу, как ты, ну, даже не ты, это кто-то как будто бы снимает из гроба изнутри,
руки такие появляются с этого гроба прозрачного и снимают этот, я слышу, череп Сталина. Так, а С что это этого за руки? портрет этого Сталина и швыряют его туда, а руки тянутся из сектора интерферента. Считывается Так. карма, Мгм. кармическая привязанность. Вот. Отдавай этому Илье, пусть забирает всю его Так, ложь. и карму его же отдаю, и призываю всю мощь кармы согласно конам нашей Вселенной за все те дела, которые он творит в нашем пространстве. За Я тот весь бред, вижу, который он принес, да, во всех своих из твоего воплощениях. пространства вот это синий, этот прозрачный, это как программирование. Он использует NLP-программирование, да, и оно вот так, как сквозь щелочку из твоего пространства вытаскивается, уходит, заживляет твое все пространство, возвращая все И частицы полностью твоей божественной восстанавливаюсь. души, целостность. И я вижу, как ты эти глазки вот так просто берешь, а от них такие, как жилы живые. А ты их Мгм. берешь и отдаешь а, м, просто Моне. То есть он подставляет Мону, Мгм. за все ответственно Мона. Так. Он Я, перебросил полностью карму на нее. мгм. И я передаю об этом всем информацию Моне, о том, что на ней вся ответственность, что ее используют, ее энергию везде используют, и карма вся ее получается. Давай почисть всё пространство. Я вижу, как ты такая сияющая, огромная, наклонилась к Так, я ней. очищаю все пространство от магии, воздействий, от всех запретов, от всех блоков, от всего, всего чужеродного, просто полностью очищаю все. Давай зайдем в тот момент, когда Илья ей перепрограммировал ее мозг. Давай я Прям в тот спрошу. момент или до? Ну, до того. Давай до того найдем тут. Давай Вот, найдем своим нынешним созданием, мы прям заходим в тот момент, когда Илья перепрошивает Моне мозг. собирается перепрошивать. Да. Я вижу, как у нее буквально голова как будто бы открыта, как будто бы ну, вот так вот. Вот, и я ей щ говорю, передаю информацию, что он буквально как будто бы через эту открытую рану вот так в голову впихивает через голову вот эту черную магическую энергию и Мгм. вылазит у нее через глаза, вот эти шары. Считывается, что, как бы напичкивает ее, и там как импланты такие вот, потом, такие всякие эти чипы. Я ему передаю. Сейчас я спрошу у Моны еще до того, когда, Да, я а, хотела тебе сказать, что давай перейдем в тот момент, перед тем, как она дала согласие Илье, чтобы он ей что-то там помогал на операции. я сейчас найду тот момент, когда, на чем это все держится. И я вижу, это тот сеанс, который, она делала, с Еленой. Сеанс Мгм. очистки. Елена, вот всюду Елена это, ее Ну, ты же темная сказала, линия. что она отдала в жертву Мону и в этой жизни. Да, да, вот она, я вижу, как, она же предложила, э, почистить Мону без меня. И именно тогда привязался этот Илья в эфирном пространстве, потому что он ее кармическая связь, с которым она должна была в этой жизни, как бы все расставить по своим местам. Вот. Он колдун из прошлых воплощений. Он ее гонялся за ней по всем жизням. Мгм. И вот она И ногой отбрыкивается вот в этом, а он так. вцепился в нее. И потом после этого сеанса ей было очень плохо целую неделю. А я говорю потом ей: "А почему ты мне не сказала, что тебе плохо?" Я быстренько ну, как бы погрузилась, ну, с ней, и Елена вела, ну, делала сеанс я для Моны. Я увидела этого колдуна,
и видела те воплощения. То есть все то же, что у нее было на сеансе, Мгм. только доделали до конца, и она прогнала этого колдуна. Вот. Но вот я вижу, она стоит и ногой там брыкается. Так, а давай ей сейчас передадим всю ту информацию на вот полностью все от ее встречи с Ильей, какую он ей потом операцию сделал, на что он ее обрек сейчас. Вот полностью всю ее жизнь с того момента просто вот передадим ей информацию, на что она Да, согласилась вообще. я вижу, мы ей передаем информацию, но там держится на страхе. Она это все знала и боялась. Когда Елена ей предложила работать с Павлом, то она отказалась, она не хотела. А я ей передаю вот информацию, что победить абьюзера, нарцисса, маньяка может только суперэмпат. И в ней есть эта сила, чтобы победить. Пусть она сейчас все это посмотрит и откажется. Я ей передаю всю информацию, что с ней произошло, и Мгм. пусть она откажется принимать этот абьюз, а вернет свою ее божественную силу, гармонию и, и целостность ее божественной души. Она говорит, что она не была готова. Я ей передаю эту информацию. Она так глубоко-глубоко вздохнула. Я ей передаю, что мы ее очень сильно любим, и передаем ей, ее божественной душе любовь и волю к тому, чтобы все эти чипы, импланты, вся эта ложь вернулась к этому Илье. Я ему приказываю забирать всю его. Идет Капустин. Так, приказываем отвечать, что он вообще, кто он Что это? такой. Что это такое? Да, вот кто там, что это за энергия. Приказываем прям принять форму его ДНК. Оно считывается ложный фильтр Так, фильтр чего? домогательства. Так, То есть и это какова программа, да. его цель этого А, фильтра? вот это как змея, вот так вот черная, это волна. И эта волна считывается неспособность фильтровать. Так, Заглушка, заглушение эм, разума. мгм. И что именно заглушали? Ш Эта энергия что именно заглушает? Я вижу эту операцию, когда он делал эту операцию. Это он делал операцию эту. Она там Мгм, на глаза делала, а на самом деле он делал операцию, вот, потому что она доверила ему. И я вижу, как этот Капустин, буквально оно считывается, вот это, как капусту рубить. Вот почему Капустин. Капусту рубить, тык-тык-тык-тык-тык-тык, да, ножом. мгм, И это, вот это рубить, я всегда это вижу как лезвие, которым разрезаются целостные пространства. Наше пространство мгм, целостное в своей основе, на всех уровнях и во всех измерениях. То есть духовная, истинная духовная энергия, она целостная, а магическая энергия, она всегда э, раздробить, разделить. На физике это проявляется вот как кремлевская власть. Все поделить. От Израиля Палестину откусить, от Молдовы кусок откусить, от Украины там ЛРН, ДРН мгм. откусывать, у Грузии кусок откусить. У них всегда это, то есть разделяй и властвуй, да. И вот это Так, как раз символ вот этих ножей. Мона мгм, говорила, что она видела эти ножи, и я у нее это постоянно видела. И я вижу, как так, этот Капустин берет, и что-то он украл у Моны в голове. Когда так. э, Илья взломал ей голову, то есть это же насилие. Как она этого не понимала? Это же нельзя допускать никого в свое пространство. И он какую-то энергию такую сияющую украл, белую. Так, посмотри, что это за энергию он украл.
Оно считывается достоинство, быть собой, энергия Так. самости, код, ключ к самости, защита. Мгм. То есть это защита, способность защищать себя, Так. Приказываем истинный отвечать, код души. зачем он это украл. Он говорит, что ему нужны зомби. Он готовит зомби-апокалипсис и говорит, вот так показывает на кнопку и говорит, что он их включит в тот момент, когда ему нужно. И опять показывает этот гроб, а, куда все вместе туда зайдут. Ну, это же он готовит, каждая секта к этому готовит всех. И Белое братство, и Черное братство, и АЛЛАТРА, и все эти Кассиопея, и все эти секты, и православие всех отправляет, эти православнутые всех в рай отправляет после смерти. Главное умереть. Мгм. То есть он готовит их к массовому, я слышу по-украински, самогубству. Так. А для чего ему это? Он говорит, что ему нужны души. Мгм. Давай мы это все проявляем, обличаем, всю эту Я ему информацию бужу, по когда перед тем, вот когда она делает ну, согласилась сделать эту операцию, но дело не в операции, а дело в том, что и в этот момент я вижу, как ее вот эти малюсенькие глаза, которые у нее буквально зашились, вот так, как он прошил ей мозги, так у нее и глаза Мгм. уменьшились. То есть ей же Так. не делали глаза, разрез глаз, ничего не делали, да, то есть это следствие его операции эфирной. Так. Ты будешь моно, и что происходит при Я этом? бужу Мону и показываю ей эти. Она так встает, а у нее такое головокружение и такие вот эти огромные шары. Я ей предлагаю, чтобы она проверила, кому они принадлежат. И она Так. так трогает, и такая рука оранжевая. Так. А что это за рука оранжевая? Оно считывается доминация родовых программ. Я ей Так. передаю, что если она хочет, она может просто от этого всего отказаться и принять мою информацию, и твою информацию, и тех людей, которые ее любят. И я передаю, что мы ей поможем выйти из этого. Вот, я очищаю все наше пространство рабочее Мгм. и проливаю свет любви. И я вот стала в этот момент, когда он делает операцию, Так. и я хочу с ним поговорить. Она так лежит на столе, вот я вижу, а я такая стою, как будто бы под потолком в операционной. Она лежит, а там врачи делают операцию. А он, вот этот дух черный, и он этот колдун в этом плаще шелковом с этой шапкой, в Мгм. голове у нее ковыряется. Я ему передаю, что по какому праву он это делает. А он говорит, что она дала разрешение перестроить ее функционал. Так. А на самом деле Да, она давала ли дала. она Да, на это? давала. Мгм. И я вижу прямо на физика, как она весело с ним общается. Он к ней, вижу, он с ней общается через компьютер, а у него такая черная подключка именно к ее половым органам. Мгм. Считывается интрасекс, интерактивный какой-то секс. Мгм. Так. Что Э, мы можем сделать вот в этой ситуации с ее операцией? Я ей передаю, она же замужем была, я ей передаю, что она
Благочестивая женщина, она может сейчас это осознать в том моменте и Ты можешь ей просто передать информацию, к чему это все привело, к тому, что она ну да. согласилась на эти все отношения, на эту всю подключку, что она А, к Она чему говорит, это что она сейчас, отдала в ему каком ключ. в каком состоянии ее душа сейчас и что ее ждет впереди. Это вся та Она вот, карма, на которой ей да, сейчас. говорит, что она отдала ключ. Я ей говорю, что она может вернуться в тот момент перед Мгм. тем, как она отдала ключ. И опять это Елена Гелио. Так. Тоже передай Моне информацию, кто такая эта Елена, что она с ней сделала в прошлой жизни, в этой жизни. Да, я ей передаю, что она может отменить с ней сеанс и провести свой сеанс освобождения со мной. Мгм. Она говорит, я так и сделаю. И я вижу, как Так. она мотнула левой ногой, вот так вот брыкнула, и этот колдун отцепился от нее. Вот, и я передаю ему, что он вторгся в ее личное пространство, пусть немедленно отдаст все, что он у нее украл. И Моне передаю, что она вот так как-то вздыхает и встает. Она встала, и опять я вижу этот момент, когда ты смотришь на эту стену, и она с этого какого-то предметик там такой, как будто бы булька какая-то, выходит оттуда, Мгм. выходит, это не она выходит, это как привидение, считывается зомби, то есть это вся зомбическая вся эта штука. А в этом гробу, который вот Правильно? в храме в этом, начинается как шабаш какой-то. Начинается все дрожать, и все начинает там прыгать, как черти, в этом гробе. Сейчас Так, я что посмотрю, это? что там происходит. А я слышу, народ просыпается, а эти черные черти, их хватают. Я вижу, что Илья — это проект КДБ, оно так идет, как М, КДБ. То есть и мгм. он использует пси-технологии, точно так же, как пси-технологии используются в православной типа церкви и в этом храме войны. И цель, сейчас я спрошу, какая у него. Он так оно идет, подготовить украинцев к сдаче. То есть у Кремля своя цель. Наплодили эти секты, и они именно в Украине, и Белое братство, и Черное братство, и чего там Мгм. только нет. Именно в Украине они это наплодили, вот, Так, а для того, чтобы... почему именно Украина их так интересует? Почему они все плодят это в Украине? Я слышу имя, страсть, так, Русь, вот, Русь идет. Э, Они украли идентичность. Вот эта энергия, которая считывается как страсть, то есть это высшая энергия жизненная, да, способная разжечь страсть к жизни, вот это они украли и хотят, и у них план уничтожить все живое, не только Украину, потому что М, они идут, эти фашисты, коммунисты, эти колдуны идут на самоуничтожение, их программы на это толкают. мгм. Но они хотят с собой загребсти как можно больше народу. Так, давай весь ихний этот план, мы все это проявляем на свет, все это обличаем. И я вижу, как этот гроб буквально переворачивается, и черные энергии, и этот дух как будто бы пожирает эти черные энергии, а светлые поднимаются вверх. Они как ноги, у них все привязаны к правым ногам. Вот так отрывают. Я передаю каждой божественной душе, чтобы что у них есть право быть живыми, счастливыми, свободными и принимать собственные решения, жить собственной жизнью, и что они имеют право вернуть все частицы их божественных душ, свою идентичность, целостность, гармонию. А к Моне я буквально вот так вот бью ее, вот так вот тормошу,
И когда это я делаю, то эта черная рана в ее голове, как будто бы я этой раной бью по столу поэтому. И я кричу: "Да проснись ты наконец-то!" М, И говорю ей: "Зомби!" И бью ее по щекам. так, а этому Капустину, если мы можем приказывать вернуть Моне Ну, ее энергию конечно, конечно. достоинства, Я энергию быть собой, показываю. ключ к Да, самости. и передаю, Моне, ее живой душе, и я вижу, что внутри вот так вот, внутри у нее портал, который там утянул вот это все ее божественное, истинное. Я ей передаю, чтобы она возвращала свой ключ, и этого Мгм. Капустина, если она хочет, пусть она, его уничтожит в ее пространстве. И приказывает этому Илье убираться с ее личного пространства и забирать всю его магию, И ту карму, которую он на нее навесил, пусть отдает перебрасывает. ему. Смотри, конечно, все эти эзотерические, если к нему придут полиция, он же все подчистил. Он Мгм. чист. У него на канале история, ничего нет. Всю эту гадость он перевалил Моне на ее канал. Продажи этих символов, амулетов, то есть все доказательства, что это секта, тоталитарная секта, криминальная, за которую нужно судить и в тюрьму садить. Точно так же, как это сделала, как с Белым братством, с Черным братством. То есть это криминал. И весь Так. криминал у нее Передай на Моне, ее чтобы она канале. отказывалась быть его маткой, его этой всей структуре, и забирала весь свой потенциал, всю свою живую чистую энергию везде, где она ее использовал, он использовал ее энергию, ее частички души, ее потенциал. Пусть все это забирает себе через фильтр только чистую живую энергию. Я ей это все передаю, и она вот так выглядит, буквально как оса, чтобы она эти все энергии передавала ему, все то зло, которое пришло от него, это наша воля, это мое древо. Оксана — Мгм. это моя сестра, в ней течет моя кровь. Мы родные. И я очищаю мое древо и приказываю все магические энергии, всем магическим энергиям тяжелым покинуть мой род, абсолютно э, забирать все энергии с моего божественного рода. Это мой род. И я запрещаю в моем роду применять эти психотехнологические, коммунистические практики. Илье приказываю забирать. Я слышу придавить к ногтю. И вижу, что и такой звук, знаешь, а, как будто бы вот так придавить к ногтю, как вошь. Гниду. Гниду. А, вот этот звук даже я ну, Мгм. услышала, да. Приказывая ему забирать всю ту магию и всю карму немедленно получать, и призываю помощь Первотворца, жизни, гармонии. Наша цель святая — восстановить целостность и гармонию божественных душ и наказать тех, кто обманом, вот этот диаболос, этим всем низковибрационным каналам, энергиям приказывая убираться с нашего священного пространства. Так, и что происходит? Опять вижу голову Моны, и она рана такая на голове. Я ей передаю, чтобы она излечила, вернулась к своему источнику божественному, как это было когда-то, когда она была божественной душой. Она должна жить и процветать по конам божественной вселенной. Так, и что происходит? Я слышу от нее, она говорит: "Я учусь". Я ей передаю, что она довольно долго уже учится, ей пора уже начать жить.
Так, и выполнять ту миссию, ради которой все светлые души, Она божественные души говорит: "Я не пришли. могу уйти от него". Я ей говорю, что она лжет. Это неправда. Это он должен уйти. Она не может уйти, но он должен уйти от нее. Он живет, он скрывается от правосудия в Рыфы, у нее в доме, в ее доме. Он к ней пришел, а не она к нему. Так, она может его обличить, кто он такой на самом деле и что он делает в ее доме. Я ему приказываю убрать все его черные магические энергии и всю эту храмовую магию. Это храмовая магия называется. Он использует. Там же используют эти пси-технологии, которые они там разрабатывали специально в Ленинградском этом технологическом институте. Я же с ними сталкивалась. Вот. Я передаю информацию в украинское СБУ, чтобы они обратили внимание тоже на уровне физики. Мгм. Так, хорошо. Что сейчас у Моны с ее головой, с теми шарами, что были у нее на глазах? Как ситуация изменилась? Не очень. Но я ей передаю, что она может зайти в тот момент, чтобы от этого всего отказаться и вернуть ей святость, чтобы она вернула свою божественную душу. Так, Я она слышу, что мы принимает. сейчас просто перекликаемся. Что это значит? Ну, как идет обмен информацией. Мгм. Но также мне пришло, что действительно мне нужно обратиться в службу безопасности Украины, потому что он просто выполняет приказы, да, то есть он считывается как военнослужащий, он агент Кремля по внедрению этих сект. Он ее специально искал для того, чтобы создать эту секту. И он применяет на ней и применяет на своих этих адептах его технологии, пси-технологии, разработанные в этом Ленинградском технологическом институте. Мгм. Так. Давай эту информацию распространим в эфирном пространстве. Кто он, Распространяя. кому служит и что делает вообще и с людьми, и с душами. Так, хорошо. Отсоединись от всех Мгм. и от всего. Вернись к моему эфирному телу. Да. А, так, посмотри, согласие на сеанс с Моной еще есть в моем пространстве, или я его убрала? Какая-то вот эта энергия, как буковки какие-то, вот так, какие-то считываются двухмерные, они никуда не ушли. Сейчас я посмотрю. Что это за энергия? Какая ее суть? Ну, пока просто низковибрационные магические энергии. Нужно, Так, чтобы ты их переформатировала, убрала все, что не превращается в свет, а все превратит. Просканируй твое пространство, да, очисть я его. сканирую полностью мое пространство, полностью его очищаю от всего чужеродного, от всех имплантов, подключек, зацепок. Все это убираю, все чужеродное. Все в изначальную энергию, в кванты превращаю. Сейчас вижу, ты такая большая, и
в секторе магии этот колдун стоит как на ветру, такой маленький, а ты ему говоришь: я говорила тебе, не трогай ее. Кого его, ее? И из сектора интерферентов такая лапища огромная, коричневая и с таким когтем, но это не в твоем пространстве, а это внизу, там, где сектор магии, и вот так вот уколол этого Илью на этот палец. Мгм. И я вижу, как у тебя выходит этот имплант, и вот эта тень. Это тень, которая сзади с этим имплантом, что Мгм. в спину, в сердце. Вот. Это вот этот Капустин. Так. Убирай его, и ты Полностью его убираю убираешь, он всех этих колдунов. излечивая, исцеляя все твое пространство, а карма возвращается именно к Илье. Эта карма, вот этот коричневый, он как Вельзевул. Так, всю это чужую карму всю возвращаю истинным хозяевам этой кармы. Всех колдунов полностью убираю со своего пространства и запрещаю вообще в моем пространстве появляться. Да, наполняйся силой, священной энергией, чистой. Свет, Так, гармония, чистота. да, все, что соответствует энергии Первотворца. Мгм. Поднимаюсь в самый верх. Посмотри, шарики в глазах ушли с моих. Да, оно ушло вместе с этими. Считывается как подчистить. То есть контракты расторгнуты, но нужно подчищать, сканировать свое эфирное тело, Мгм. энергетические, другие тела для того, чтобы переформатировать энергию в свет. Так, я это все делаю. Все проверяю, все То есть, переформатирую. видишь, чистая, священная, духовная энергия, она не требует никаких служений к символам, культам личности. То есть как только говорят, что-то нужно сделать, это шаманизм, это дьявольщина. Какие-то свечи, амулеты, помощники. Самый Мгм. лучший помощник человеку– это здравый смысл его. Так, посмотри сейчас, это мое согласие, контракт пройти путь Моны. Я его убрала, расторгла. Да, я слышу путь согласия. А, Быть такой же, как он. Давай рассмотрим, что-то Так, звучит. похоже, как он. Это на кого похожий? Кто На он? этого, это магическая энергия черная, грубо Мгм. материальная, вот этот колдун, Илья, он вот так показывается, считывается. Так. Быть как он. И когда это Звучит. появилось в Я моем вижу, я пространстве? смотрю на этого, на Илью, а у него такой вот этот круг, считывается расщепление личности, а у него вот этот круг в этом, и как разноцветные такие там предметы какие-то, не связанные между собой. Мгм. А Считывается ка- шизофрения. так, и когда эта энергия быть как он появилась в моем пространстве? Когда ты пригласила помощника, и я вижу, как такая прозрачная энергия потянулась к тебе. М, Так, вижу ли я Символ, я этот? слышу символ, да. То есть символ, то есть они специально, вот эти маги, колдуны, всегда используют символы. Поэтому мне Мгм. не надо смотреть видео для того, чтобы определить, что там хорошего рассказывают. Если на майке или на фуражке там уже какой-то символ, дальше можно не смотреть. Так, вижу ли я, что я согласилась быть как он, приняв этот символ, все его помощников? Да, им нужны символы, предметы для того, чтобы зацепить вот эти низковибрационные энергии, вызвать их с тех потусторонних миров,
которые идут фактически на уничтожение. Это как какашки вытаскивать из унитаза, которые пытаются уйти по трубам вниз. Это то же Мгм. самое. Так, я все это отменяю, использование этого символа, вызова этих всех помощников. Все это отменяю, убираю все эти последствия, очищаюсь полностью. Но я слышу, идет как отрываюсь, и ты поднимаешься вверх, плавно так поднимаешься вверх. Я тоже чищу все наше пространство, все это очищаю, наполняю светом, все, с чем мы работали, к чему я прикасалась, что я, какое только слово Очищайся. сказала, звук произнесла. Всюду я распространяю свет, энергию любви, гармонии, процветания и целостности. И передаю всем истину, чтобы каждая живая душа стала целостность и восстановила свою идентичность, вернула свою божественную душу Так. и стала Творцом. Мгм. Так, а посмотри с той прослушкой внутреннего диалога, которое у меня было, убрала ли я это все своего пространства? Да, убрала, нет его. Мгм. А То есть нужно посмотри, понимать, что эти импланты, прослушки, да, то есть это те действия, которые мы предпринимаем, а также травмы, а также негативные какие-то воспоминания, обиды. Это все те прослушки, те чипы, импланты, которые дают возможность антимиру э, э, просматривать наше внутреннее состояние, считывать наши варианты событий для того, чтобы мешать выполнять нашу божественную волю. так, а посмотри, есть еще что-то в наших пространствах, что бы помогло предотвратить катастрофу, которую так Илья боится? Ну, он боится его катастрофу, потому что это в его пространстве катастрофа, Да, и эти все разрушение были его. препятствия вот с этой всей прослушкой, чтобы этой катастрофы не случилось. Сейчас он приближается к твоей катастрофе, там ничего не мешает. Но это его личная катастрофа. Каждый абьюзер летит в пропасть к его же катастрофе. Это его выбор. Да? То Мгм. есть пустота засасывает. Это внутри черная дыра. Этот портал открытый. Но он же пытается увлечь за собой и других, а другие только на контрактах и на согласиях соглашаются улететь в эту пропасть с ним. Его душа идет на полное разрушение, вот эта катастрофа, которую он боится. Вот. И таким образом он затягивает всех тех, кто, я слышу, недостоин принять жизнь как дар. Так, и эту всю информацию мы распространяем по эфирному пространству, чтобы все Да. светлые души эту информацию считывали. Так, а еще это вернись ко мне. Мгм. Посмотри, справа на лице была маска и была подключка в сектор подписания контрактов. Что сейчас с этой ситуацией, как она изменилась? Я слышу Мона, и тянется подключка. Есть эта маска, тянется сектор магии, и в секторе магии вот опять эти Мона и Илья, но энергии такие, как очень устаревшие, эм, как труха какая-то. На чем оно держится в моем пространстве? Где эта зацепка? Я слышу, вижу, как ты идешь и видишь это Мона, и вижу, слышу желание помочь недостойной жизни. То есть до тех пор, пока человек выбирает темный путь, темную миссию, она недостойна жизни. Я вижу, что это тоже точно такое же, как у меня с Еленой было, да. То есть а, здоровый эмпат
То есть человек с человеческой божественной душой должен относиться к людям адекватно. Если человек выбирает путь зла, то мы как бы, это его личное дело, но я с этими людьми не общаюсь. Мгм. Я вижу, что я слышу излишняя эмпатия. Так, То хорошо. есть Я все это вижу, осознаю, все убираю это все с моего пространства и эту маску со своего лица. я вижу, как ты им отдаешь это, да, очищай. Это их выбор. Я слышу пойти вместе в бездну. Да, Точно так это же, как их. эти люди. Они же видят, что в их пространстве а, только все ухудшается в жизни. Но ну, к нам же сколько клиентов, тысячи клиентов уже пришли после этого Ильи, да? Какие чудеса вытворялись в их пространстве после этих вызываний в духов, да? И аварии, и заболевания, и что только не было, да? То есть мудрый человек э, как бы осознает, что что-то не так, и начинает у него вот эта программа жизни включается. Но вот эти Мгм. люди, которые вот идут на поводу автоматических паттернов смерти, саморазрушения, жертвы, вот, они не, как бы не способны сделать просто анализ логический. Я Так. передаю Моне и каждой живой душе, которая попалась в сети вот этих, не только Цельнозора, но всех сект, обманщиков. Передаю информацию по всей божественной земле. Ты тоже М, передавай. Да, И передаю. очищаем всю нашу планету, запрещаем на нашей планете проводить этот жуткий, жестокий эксперимент. И этим всем интерферентам приказываем убирать их воздействие от нашей планетарной системы. Да, И очищаем. тот пузырь, в котором находится наша планетарная система, да, тоже, если это вредит связи с космосом, это вот этот панцирь. Мгм. А Как чья он это негативно, энергия? он негативно влияет, этот панцирь, он вот так вот окутывает, я слышу, планетарную систему, Солнце, и не дает возможности волнам выйти наружу. Волны я вижу вот так вот внутрь а, Возвращается? возвращаются. Карантин. Мгм. Вся А, Солнечная система в карантине. а чей это панцирь? Кому он принадлежит? Я вижу, что это серый такой панцирь, и он тянется под ключ в сектор интерферентов, а там внутри как в баллончике в таком эти планеты. А кому принадлежит, вниз пошло в сектор интерферентов. А я Так. слышу рожденные заново, и там какой-то странные вещи происходят. Считай. Какое-то Туда не погружайся, а просто считай, что там происходит. какое-то рождение, а, то ли рождение новых звезд. А, а такое впечатление, что звезды это тоже все души, Мгм. живые, все живое. Так, а кто хозяин этого всего? Так. Этого панциря. Я приказываю ему проявиться в его пространстве. Так, вижу какие-то эти, какой-то, слышу, люцифериане,
и вижу такие люди, какая-то галактика, Так. и люди говорят, там много таких существ, на людей похожи, роста маленькие, такие похожи на китайцев. Мгм. Так, а где они Также находятся? На нашей планете или где-то в другом месте? нет, они в другом месте находятся. Но их А представители тоже есть на нашей планете. Они вот я почему-то хотела считываются как пустоголовые, и у них головы тоже вот такие, которые, ну, как бы несут в себе информацию, эту голограмму, я слышу, эту голограмму пустоты. Мгм. А какая нация нашей планеты, их представители? Ну, я слышу Гуанчжоу, слышу Мгм. эту речь. Это вот как бы центр цивилизации вот в Мгм. Китае. Так. И какова ихняя цель всего этого панциря над нашей планетой? Для чего он? Я слышу предотвратить общение. Это какая-то цивилизация. М, Ну, я смотрю, а слышу пустоголовых. А почему они Мгм. пустоголовые? Да. Считай, почему они Там я слышу пустоголовые. вот это дифференция какая-то, дифференция. Так, что Дифференция. это? Что такое дифференция? Что Я это вижу вот такое? эти программы, где только состоят, ну, как роботы, да, как робот. Нет ну, соединения и нет целостности. Все части по отдельности. Мгм. Какова цель этого карантина, панциря? Прекратить общение с кем? С одной стороны, я вижу, как оно буквально утягивает вниз. Я слышу, что оно как бы тормозит движение, прогресс, развитие. С другой стороны, также оно препятствует общению с энергиями всеобщего космоса. Так. Кого они тут закрыли панцирем? Я слышу, вот так услышала, светлых богов. И вижу эти души, то есть это в противостоянии светлых душ, живых, и вот этих, это как Пустоголовых? люди-роботы, пустоголовые, то есть роботы. Мгм. Так. А Я когда слышу превращение человека в робота. То есть то, что делает именно пропаганда, то, что делает, да, я слышу, люциферианская секта. То есть это отдел последователей Люцифера, его служаки, и они обесчеловечивают человечество. То есть лишают его жизненной энергии божественной и превращают, вот как Мона. Была божественная светлая душа, на физике это видно было, радость у нее, лучистые глаза, шутки, да, то есть прекрасный семьянин, она заботилась о семье, о детях, о муже, прекрасные отношения с родней, ну вообще со всеми, то есть это лучик света. И во что она сейчас превратилась? На физике вот это прям мне идет мымра какая-то, да, Мгм. как мышь бесцветная. Так. А что сейчас с этим карантином? Я слышу, Если разбегается. Мгм. А что нужно для того, чтобы он убрать его? Души должны вернуться. Куда души должны вернуться? Они вот так возвращаются. Я вижу, что это мир погибших планет.
Вот это Так. карантин, мир погибших планет. Все Мгм. планеты погибли. Туда, куда приходили эти пустоголовые? Эти энергии, да. Мгм. Земля чуть-чуть еще живет, но она тоже погибшая. Луна Так. погибшая, Марс, Венера, Мгм. газовый гигант А какой-то. что сейчас происходит с нашей планетой? Мы на какой стадии? Мы на пути На пути к чему? возвращения. Мгм. Так. И что должно происходить, чтобы это возвращение состоялось? Я вижу, как такие огромные души, они вырываются с того, ну, как подвал считывается, с этого, Мгм. где внизу там эти. И вот одна душа такая огромная, вот, это Моны душа. Мгм. Это ее гипотетическое будущее. Она такая огромная, что она своими плечами как будто бы раздвигает вот эти платформы, которые держат. Вот. Ну, это не ровный шар, он такой, как желудок какой-то. Вот такой. Мгм. Но такие плиты, которые энергетические, черные, которые вот так держат, серые, темно-серые. И вот она, когда вырывается, то она одна способна тоже вот это раздвинуть. Мгм. А нас там больше таких. А если каждый это, то вся планетарная система, то есть это не только одна Земля, мы не можем жить без Солнца и без других планет, потому что Мгм. мы все висим в одном пространстве, связаны друг с другом, точно так же, как все жители планеты Земля связаны друг с другом. Мгм. Так. Давай передаем всем светлым душам информацию Вот, про и этот тогда панцирь. вот эти люди, которые бездушные, они все смогут вернуть свою душу. Мгм. И Так. тогда вся планета, планетарная система поднимается и возвращается домой. Точно так же, Мгм. как каждая отдельная душа. Да. Интересно. Это Да, это можно, нужно будет посмотреть, потому что меня да. что-то этот Китай, ну, горы А ме меня эти интересные а такие. я уже год хочу посмотреть китайскую стену, кто ее строил, для чего, и включить ее снова, эту конструкцию. И вообще этот Китай тоже э, посмотреть, разобраться, что уже пора это все обличать, это логово просто проявлять туда, все на свет, все это вытягивать, чтобы все светлые души знали, Ну, кто они давай такие, завтра суть. сделаем, да, расследование. Потому что, ну, как бы, я думаю, ну, к чему тут Китай? Что там Китай? Вот, и все равно хотелось его посмотреть. Но думаю, там, вот, время пришло туда. Ну да, Мы туда это как добрались. бы мгм. И к этому карантину, и к этому Китаю. Оно В общем, считывается как почему-то планета пустоголовых. Они пришли с планеты пустоголовых, роботизированные, то есть утратившие свою природную сущность или не имеющие. мгм. А живые души им для чего? Но они в результате они ничего с ними не могут сделать. Они могут попользоваться, но все равно они гибнут, а души разрушаются. Они теряют целостность, фрагментируются вот на такие запчасти и становятся как материал для построения вот этих роботизированных душ. То есть они Мгм. теряют свою идентичность. Вот это я не знала этого. То есть получается, что те люди, которые поддаются абьюзу и не ценят свою жизнь, вот этому обману религиозному, эзотерическому,
поддаются этим абьюзивным отношениям, то они теряют свою душу, и потом вот эти фрагменты души, которые они так и не смогут собрать вместе, то они станут как бы, а, ну, так как я и слышу, плодородить, да, для этих бездушных существ. Мгм. Так. Считай, мы сюда, в это пространство пришли до панциря или после? После, Для чего? чтобы его разрушить. Мгм. Вот я вижу, как создается вот он такой вот держит внутри это все, как опухоль, знаешь. Мгм. А из Земли, вот оно. Знаешь, есть такой принцип. То есть я вижу, что все планеты были заселены, вот, и они коммуницировали между собой. Все Мгм. планеты живые были, и жизнь была везде. А над нашей Землей летали другие планеты. А сейчас только вот этот камень. Луна. Луна, да, камень серый. И я вижу, как это было все красиво на всех планетах. Все планеты, они как-то вот так разворачивались, и все будущее, и какой-то газовый гигант. Это предшественник. Да как Мгм. будто бы все застыло в этом панцире, пузыре, как будто бы время застыло и перестало все куда-то двигаться. Только вот там вот эти все негативные моменты, это планетарные контракты. Точно Мгм. так же, как контракты у человека держат его в замороженном состоянии, и прошлое проявляется, вот эти прошлые контракты проявляются в Да. настоящем. Точно так же и в нашей планетарной системе есть свои контракты, и оно так идет с Люцифером. Мгм. А кто представляет вторую сторону в этих контрактах планетарных? Творцы, которые творили эту планетарную систему, это все творили. Мгм. Души Да. планет. Творцы вложили души в свое творение, и сейчас, когда мы пришли в виде людей, мы расторгаем свои контракты, проявляем свои манифесты, свою волю, и таким образом разрушаем эту магию. Я слышу, что возвращаем вот это древо жизни, бытия к жизни. Мгм. Так. Я предлагаю сделать отдельное расследование и по этим планетарным контрактам, Мгм. и по этому панцирю, и по нашей миссии. А сейчас отсоединись от всех и от всего. Да, отсоединяюсь. Так, посмотри, как я сейчас выгляжу. А, ну, ангел это такое мужское, как будто бы, да? Но если сказать, ну, как богиня или ангел женского пола, очень нежная, и как будто бы в шаре, в таком прозрачном. Мгм. Спроси у меня, все ли мы сделали сегодня, что я хотела. Да. Тогда поднимаемся максимально вверх. Мгм. Прощайся со мной, Да. отсоединяйся от всех и от всего. Мгм. Проверь свое личное пространство, все замороженные ситуации, очисти от всего чужеродного, закрой все порталы. Мгм.
Наполняйся энергией света, любви, гармонии, здоровья, благополучия, богатства. Мгм. И я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.